Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. В этом видео я покажу 5 разных рецептов с блинами. Первым приготовим блинный торт зебра. Такой торт легко готовится и получается очень вкусным и красивым. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала приготовим тесто на блины. В миску разбиваем 5 яиц, насыпаем щепотку соли и 2 столовые ложки сахара. Все взбиваем до легкой пены. Ко взбитым яйцам наливаем 200 мл молока и немного перемешиваем. Сюда же добавляем 200 г растопленного сливочного масла. Опять перемешиваем. 1 чайную ложку соды гасим 1 чайной ложкой уксуса и сразу же добавляем ее в тесто и перемешиваем. В эту смесь насыпаем приблизительно 250 г муки. И все размешиваем до однородности, чтобы не было комочков. Тесто должно получиться немного гуще, чем на блины. Если тесто сильно жидкое, то добавьте еще муки, а если густое, то молока. Половину приготовленного теста переливаем в отдельную миску. К этому тесту добавляем 2 столовые ложки какао и перемешиваем до однородности. Блины жарим на разогретой сковороде, диаметр моей сковороды 24 см. Так как у меня сковорода с антипригарным покрытием, я не добавляю подсолнечного масла. Если у вас блины прилипают к сковороде, то жарьте их, смазав сковороду небольшим количеством растительного масла. Для того, чтобы блины были красивые и одинаковой формы, берем 1 половник теста и выливаем его в центр сковороды. Приподнимаем сковороду и, наклоняя ее, придаем блину круглую форму. Старайтесь, чтобы тесто не попало на бортики сковороды, иначе блины получатся с тонкими и хрупкими краями, а нам для торта нужны красивые толстенькие блинчики. Точно так же готовим и шоколадные блины, обжариваем их с 2 сторон. Из этого количества теста у меня получилось 4 белых и 3 шоколадных блина. Теперь складываем торт из блинов. Дно тарелки немного смазываем сгущенным молоком, для того, чтобы нижний блин не скользил по тарелке. На тарелку кладем первый блин и смазываем его сгущенкой. Сверху кладем следующий блин. Так складываем весь торт, чередуя светлые и темные блины. Я использую вареное сгущенное молоко, но также можно взять и не вареное. Для этого торта мне понадобилось примерно пол-банки сгущенки. Еще больше разных рецептов с блинами смотрите по ссылке на экране или внизу под видео в описании. Сверху блинный торт я украшаю какао-порошком с помощью трафарета. Это очень простой и быстрый способ украсить любой торт. Набор трафаретов я покупала на AliExpress, ссылку оставлю внизу под видео в описании. Блинный торт получился аппетитным, красивым и, конечно же, очень вкусным. В такой торт еще можно добавить немного измельченные орешки, тоже будет вкусно. Обязательно приготовьте такой торт, порадуйте своих родных и близких. Вторым приготовим блинный торт «Монастырская изба». Такой торт готовится быстро и просто и станет вкусным и красивым угощением к чаю. Сначала приготовим блины. В миску разбиваем 2 яйца. Добавляем 1 чайную ложку сахара и пол чайной ложки соли. Все немного взбиваем. Сюда же добавляем примерно 150 мл молока и опять перемешиваем. В смесь добавляем примерно 270 г муки и перемешиваем до однородности. В получившееся тесто добавляем оставшиеся 450 мл молока и окончательно перемешиваем. Тесту обязательно даем настояться примерно 15 минут. Перед тем, как жарить блины, добавляем в тесто 2 столовые ложки подсолнечного масла и хорошо перемешиваем. Первый блин жарим на сковороде с небольшим количеством подсолнечного масла, остальные блины жарим на сухой сковороде на небольшом огне. На разогретую сковороду выливаем примерно половник теста и распределяем его, наклоняя сковороду в разные стороны. Как только блин немного поджарился с одной стороны, переворачиваем его на другую сторону. Сильно зажаривать блины не нужно. Для приготовления торта нам понадобится 21 блин. Готовим сметанный крем. В миску кладем пол-литра сметаны и насыпаем 150 г сахара. Все перемешиваем. Если сметана жидкая, ее нужно отвесить. Для этого берем марлю, сложенную в 4 раза, кладем ее на сито и на нее наливаем сметану.
Ждем пару часов, пока стечет жидкость. На каждый блинчик с одной стороны кладем вишни без косточек. Блин заворачиваем трубочкой. И так начиняем все блины. Я использую консервированную вишню. Если будете использовать замороженную вишню, то ее предварительно нужно разморозить, положить в кастрюлю, насыпать полстакана сахара и варить после закипания 1 минуту. Складываем торт сразу же на блюде, на котором будем подавать его на стол. Первым рядом кладем 6 блинов. Смазываем кремом. Второй ряд 5 блинов смазываем кремом. 4 блина и опять крем. И дальше 3, 2 и 1. Сверху весь торт обмазываем оставшимся кремом. Сверху торт украшаем тертым шоколадом. Даем торту настояться примерно 2 часа и подаем на стол. Торт «Монастырская изба» из блинов получился очень вкусным, нежным и мягким, с приятной кислинкой вишни. Обязательно его приготовьте, это очень вкусно. Третьим блюдом приготовим красивую закуску из блинов. Готовится она несложно и на столе выглядит очень необычно, ярко и празднично. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала приготовим тесто для блинов. В миску разбиваем 2 яйца. Насыпаем пол чайной ложки сахара и пол чайной ложки соли. Все взбиваем миксером до легкой пены. Во взбитые яйца наливаем примерно третью часть молока. Опять перемешиваем. Всего понадобится 750 мл молока. В смесь из молока и яиц добавляем примерно 2 стакана муки. Все перемешиваем, чтобы не было комочков. Добавляем оставшееся молоко и окончательно перемешиваем. Готовому тесту даем отдохнуть 15 минут. А за это время мы приготовим натуральные красители для блинов. Для красных блинов нужно выдавить сок из свеклы. Одну небольшую сырую свеклу трем на мелкой терке. Тертую массу выкладываем на марлю, сложенную вдвое. Аккуратно руками выдавливаем сок из свеклы. Его понадобится примерно 100 мл. В зеленый цвет будем окрашивать блины с помощью шпината. Берем 50 грамм уже размороженного шпината и добавляем к нему примерно 4 столовых ложки блинного теста. Тесто добавляем для того, чтобы увеличить объем. Все измельчаем погружным блендером до однородной массы. Готовое блинное тесто разделяем на 3 примерно одинаковые части. В первую часть кладем подготовленный шпинат и хорошо размешиваем тесто. Если тесто получилось густым, то добавьте еще немного молока или воды. В конце в каждое тесто добавляем примерно по 2 столовые ложки подсолнечного масла, чтобы постоянно не смазывать сковороду. Во вторую часть теста добавляем 100 мл свекольного сока. Чтобы тесто не было жидким, также добавляем еще 1-2 столовые ложки муки. Все перемешиваем. В конце добавляем 2 столовые ложки подсолнечного масла. И в третью часть теста для желтого цвета добавляем 1 чайную ложку куркумы. Все перемешиваем. Добавляем подсолнечное масло. Жарим блины на хорошо разогретой сковороде. Перед первым блином сковороду смазываем растительным маслом. Выливаем 1 половник теста в центр сковороды и равномерно его распределяем по всей поверхности. Сначала жарим блин на одной стороне, как только края начинают отлипать от сковороды, сразу же переворачиваем его на другую сторону. У меня на сковороде диаметром 25 см получилось 15 блинов. Еще больше разных рецептов с блинами смотрите по ссылке на экране или внизу под видео в описании. Теперь приготовим начинку для блинов. 10 вареных яиц трем на крупной терке. 250 грамм сыра трем на мелкой терке. В миску кладем тертый сыр и яйца. Сюда же выдавливаем через пресс 2 зубчика чеснока.
Все заправляем майонезом и хорошо перемешиваем. Начинка готова. Кладем блин и смазываем его по всей поверхности приготовленной начинкой. Начинки много класть не нужно. Блин с начинкой сворачиваем трубочкой. Так начиняем все блины. Готовые блины с начинкой нарезаем порционными кусками. Закуску красиво раскладываем на блюде и подаем на стол. Закуска из цветных блинов получилась красивой, необычной и вкусной. Она отлично подходит на любой праздничный стол. Обязательно ее приготовьте. Следующими приготовим очень вкусные блины с начинкой в виде пирожков. Такие блины готовятся очень просто, а получаются необычными и очень вкусными. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала приготовим грибную начинку. Полкилограмма шампиньонов нарезаем пластинками. На раскаленную сковороду с небольшим количеством подсолнечного масла кладем нарезанные грибы. Жарим на большом огне до испарения всей жидкости. Пока жарятся грибы, нарезаем 2 луковицы четверть кольцами. Когда из грибов испарится вся жидкость, добавляем еще немного подсолнечного масла и нарезанный лук. Жарим на среднем огне до готовности лука. В конце жарки все перчим, солим, перемешиваем и снимаем с огня. Приготовим тесто для блинов. В миску насыпаем 200 грамм творога, разбиваем 2 яйца и немного взбиваем. Сюда же добавляем 250 мл молока, немного соли и сахара. Опять все взбиваем. В тесто насыпаем 300 грамм муки и взбиваем до однородности. Берем 250 мл кефира и добавляем в него 1 чайную ложку соды. Перемешиваем и выливаем в тесто. Тесто окончательно перемешиваем до однородности. Жарим блины. На разогретую сковороду наливаем немного подсолнечного масла. Блины жарим на небольшом огне. Половину половника теста выливаем на сковороду и немного его распределяем. Сразу же на одну сторону блина кладем начинку. Практически сразу, как только низ блина схватился, складываем его пополам, помогая лопаткой. Сковороду накрываем крышкой и жарим свернутый блин с каждой стороны по 1-2 минуты. Такие блины с начинкой получаются очень вкусными, пышными и румяными. Начинку для таких блинов можно использовать самую разную, даже сладкую. В качестве сладкой начинки я использовала апельсиновое варенье, но также можно взять вишни, тертое яблоко, консервированный ананас или персик. А для несладкой начинки можно использовать вареное куриное мясо, творог, тушеную капусту или любую другую уже готовую начинку. Обязательно приготовьте такие блины-пирожки, это очень вкусно и просто. И пятыми приготовим панкейки. Панкейки – это идеальный вариант быстрого и вкусного завтрака. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. В миску разбиваем 2 яйца и добавляем 60 грамм сахара. Все немного взбиваем. Сюда же добавляем 250 мл молока и опять перемешиваем. К получившейся смеси высыпаем половину муки, 8 грамм разрыхлителя и перемешиваем до однородности. Добавляем оставшуюся муку и окончательно вымешиваем тесто. Всего понадобится примерно 230 грамм муки. Жарить панкейки нужно сразу же после приготовления теста. Жарим на огне немного меньше среднего. Наливаем на сухую, ничем не смазанную сковороду половину половника теста и немного его распределяем, чтобы панкейк получился круглый.
Примерно через полминуты, как только начнут появляться пузыри, сразу же переворачиваем панкейк на другую сторону. Ждать, пока вся поверхность покроется пузырями, не нужно. На другой стороне панкейки жарим еще примерно полминуты. Из этой порции теста у меня получилось 10 пышных и очень вкусных панкейков. Панкейки подаем на стол с медом, джемом или сладким соусом. Это простой, быстрый и вкусный вариант завтрака, который сможет приготовить каждый. Если вам понравились такие рецепты с блинами, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.